Экс-участнице Дома-2 Полине Лобановой 1 июля исполнилось 20 лет. Спустя 3 дня после праздника ее тело нашли в чужой квартире. Сообщила о смерти девушки ее сестра Василиса. Она не может поверить в то, что случилось. «Ребят, Полина умерла. Помогите. 20 лет, зайка моя», — написала девушка в микроблоге. Подробности гибели рассказал коллега Полины по реалити-шоу Дмитрий Талыбов, с которыми ее связывали недолгие романтические отношения во время телепроекта. По его словам, Лобанова могла скончаться из-за передозировки запрещенными веществами. Ее нашли в чужой квартире сегодня рано утром. Да, ее накачали, наверное. Скоро будет экспертиза. Она была не в своей квартире. Я не знаю этого человека. У нас нет родителей, я ее воспитывала. Она съехала от меня, захотела взрослой жизни. Мне из полиции позвонили, рассказала сестра Полины Василиса Стархито. Дмитрий Талыбов добавил, что накануне вечером Полина отправилась развлекаться. Я созвонился с сестрой. Она подтвердила, что Полина ночью гуляла в клубе. Ей вроде плохо стало, и парень забрал ее к себе. Наутро он уже увидел, что она умерла. Вызвал полицию, скорую, экспертизу. Вроде говорят, что передоз наркотиков, сообщил экс-бойфренд Лобановой. Василиса отметила, что ранее Полина не употребляла запрещенные вещества. Также она попросила, чтобы неравнодушные люди помогли ей финансово, так как она осталась совсем одна. Полина принимала участие в Доме-2 всего 2 месяца, с октября по декабрь прошлого года. Изначально она планировала завоевать любовь Ярослава Черткова, который ранее встречался с ее сестрой Василисой. Родственница и участница телестройки вместе с ней появилась в одной из программ. Она рассказала, подростковый возраст у Полины был непростой. Да и с ней отношения были не самые теплые. Мне было 23 года, я встречалась с мужчиной, мы начали жить вместе. Оказалось, что она начала с ним спать, ей было 13 лет, рассказывала Василиса в прошлом году. Понятно, что мужчины – кобели, но как могла поступить так родная сестра? Для меня это был шок. Однако Полина не считала свою старшую сестру примером для подражания. Она признавалась, что ей приходилось наблюдать за интимной жизнью Василисы в их квартире. «Да лучше б в детском доме, чем с тобой», — кидала резкие фразы Лобанова.